Всем привет! Сегодня мы рассмотрим обновление ноды Jiggle Deformer в версии 2.6 на примере вот такой вот анимации. Я уверен, вы ее видели. Изначально она была сделана в Cinema 4D, но теперь ее можно повторить также легко и в Blender с использованием Motion Node. Давайте приступим. Берем базовый куб и давайте скосим ему грани. Переходим в режим редактирования, выделяем Edge и делаем Bevel Edge. Применяем Bevel в режиме Wedge побольше и сегментов 12. Сделаем еще один Bevel, это будут фаски, и допустим 6. Создаем теперь геометрические ноды, вызываем ноду Grid Cloner. Давайте размер сделаем 5. Количество примерно 24. Уменьшим Scale до 0,1. Давайте сделаем чуть побольше, 25. И вызовем ноды Mix Rotation, Scale и Position. Саму ноду Jiggle Deformer мы рассмотрим в конце. Для начала давайте настроим. Все это отключим. Для поворота мы будем использовать ноду Random. Значение вектор. Ставим тут до 4. Можно от -4. Подаем это в Tool. И появилась новая опция выравнивания, то есть Snap. Сделан 90 градусов. Проверим. Все отлично работает. Теперь настроим масштаб. Работать с масштабом будем использовать шум, потому что у него есть плавные переходы. Это нам нужно, чтобы у нас был какой-то узор, то есть паттерн. Передаем это в фактор, а from делаем от нуля, то есть переводим на 0. Видим, что нода сработала, но нам нужен контраст. Для этого вызовем ноду математики в режиме round и сделаем scale единиц. Можно еще чуть поменьше, наверное. Переведем это в 4D и проверим. Переходим к позиции, включаем ее. Позиция будет у нас от -1 до 1. И применим тут также Noise. Подключим фактор. Это нам нужно для того, чтобы было дополнительное разнообразие. Также нам нужно тут округление, но не в значение round, а в значение снэпа, чтобы шаг был примерно равен размеру кубиков. То есть я размер уже знаю, это 0,21. Можно также силу немножко уменьшить, чтобы разлет был не такой большой. Теперь вызываем ноду Time Offset в режиме счетчика, то есть counter. Подключаем это в SID. Скорость ставим на 1. Это означает, что каждую секунду счетчик будет прибавлять по одному значению. То есть каждую секунду. Смотрите, еще какой момент. Если кубиков слишком много, можно часть кубиков удалить. То есть для этого вызываем ноду Delete, переводим ее в Instance, берем шум и, допустим, сделаем больше, чем 0,5. Вызовем ноду сравнения. Теперь вызываем ноду Jiggle Deformer. У этой ноды теперь появилась опция работать как с поворотом, так и масштабом, но у нее есть некоторые ограничения. Первое ограничение в режиме геометрии. Она не понимает, когда геометрия поворачивается, то есть она воспринимает это как смена позиции. А инстансы не работают, если мы задаем им какой-то другой pivot point.
в нодах Mix Scale и Mix Rotation. Если хочется поменять именно Pivot Point, то нужно его задать заранее, до перехода в клонер. Также эта нода теперь включает в себя демпинг, поэтому старая нода демпинг из версии 2.2 удалена. Уменьшаем просто демпинг и проверяем. Я забыл их включить, поэтому не забываем включить все параметры. На этом анимация готова. Не забываем, что любые ноды, которые используют зону симуляции, лучше иногда запекать, потому что они при рендере могут вам давать артефакты, если там как-то не обновился кэш. На этом анимация готова. Всем спасибо.